Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная серия про гоночный болид. В прошлом видео мы занимались крупником, сделали рулевую рейку, но как всегда осталась куча мелочей, которые мы будем доделывать как раз таки в этом видео и продолжать развивать рулевое управление гоночного болида. Потому что рулевая рейка это далеко не все, как вы понимаете. Осталась куча мелочей, которые мы будем доделывать как раз таки в этом видео и продолжать развивать рулевое управление гоночного болида. Здесь еще много работы. Надо делать тяги, втулочки, всякие шлицы надо будет освоить, как делать. Огромное вам спасибо, ребята, за донат, который был в прошлом видео. Теперь мне как минимум не менее чем на месяц хватит этих средств не только на существование, но еще и на развитие канала, на развитие мастерской и прочее. Гигантское спасибо, ребята. С такой поддержкой я точно верю, что мы не пропадем, и этот канал, вот эти видео, вот эти проекты будут продолжаться на любой площадке. Так, ну и прежде чем двигаться дальше, хочу ответить на один очень хороший вопрос, который даже был в донатике. Как же будет осуществляться регулировка схождения? Очень быстро показываю на пальцах. Вот так. Делаем схождение. Все, сошлось. Здесь будет тяга карбоновая. Там будет тоже резьба. Не знаю еще, левую, правую делать или сделать просто так вот на полоборотика. Я думаю, для моих целей этого будет достаточно. Хотя говорят, что надо прям мега точно там что-то. Для разминочки сделаем такую вот деталь из алюмишки. Весит она довольно-таки много и стоит это сделать. Ну, а также вот такую. Все-таки принял решение делать тяги и левая, и правая резьба, чтобы была, чтобы точнее регулировать. Внутренний шестигранник делать не буду, сделаю наружный. Во-первых, когда наружный мы можем применять любые стандартные головки, не надо искать такой шестигранник, инструмент огромный. Вот. Ну, а во-вторых, так проще. Поставил на станок, заметьте, самодельное приспособление для фрезеровки всяких шестигранников и всяких таких разметочных деталей, где надо несколько граней делать. У меня здесь размечено на 500. Такой вот классный лимб. Хотя, если еще нониус считать, то на 5000. И я как-то успешно на такой шкале даже шестигранники делаю. Хотя, друзья, по секрету вынужден признать, что я небольшой читер. Потому что сделал метки, вот смотрите какие. И строго по этим меткам можно делать именно шестигранники. Так как я любитель легкого крепежа, делаю то с алюминия, то с титана, именно шестигранники. Это самое распространенное деление. И еще из важного, я любитель никогда ничего не переставлять. Один раз настроить и работать. Хочу попробовать такую схему. Поставил на край стола свою вот эту вот делилку. И буду пытаться работать одновременно и на ней, то есть не снимать ее, и использовать тисы. Тисы поставил по центру стола. Если очень сильно постараться, можно с этого края еще что-нибудь интересное поставить. Но тогда оно, наверное, будет загораживать весь вид и будет неудобно работать. А так вроде бы как исхитриться можно. Короче, все уже настроено, друзья. Решил сделать сразу шестигранник, а потом все остальное. Потому что за резьбу зажимать очень неприятно детали. Уже из опыта знаю. Погнали. Хочу как-нибудь еще уделить время фрезерному станку, потому что, как видите, он недоработан. Электрическая часть недоработана. Защита вот здесь отсутствует, летит стружка. Сюда бы гофру поставить, я ее уже прикупил давным-давно. Вон она лежит. Но надо устанавливать. Так что такие дела. Поворачиваем на следующую читерскую метку. Ловко фиксируем прижимами. Очень хорошо такие прижимы работают. Как видите, от руки все фиксирую. Еще ни разу не провернуло. Это здорово. И запускаем следующую грань. Надеюсь, приживется поворотный столик в этом месте. Ну а мы с вами получили довольно-таки точный шестигранник под ключ либо головку на 17.
Точность, если честно, зашкаливает. Замеряем специнструментом шаг резьбы. Шаг здесь 1,5. Болванка обработана, резечек установлен. Нарезаем резьбу. Резьбу. Пока не забыл, выяснился один очень приятный момент. Особенно для тех, кто все время спрашивает, как я буду развал регулировать. Схождение мы уже определились, там ничего сложного, там всего лишь тяги. А вот как развал-то регулировать? Выяснился один очень прекрасный момент. И хорошо, что я сделал так. Оказывается, так и делают, в общем-то, все, кому эта тема интересна. Тема развала. Вот смотрите, у меня вот эта штука, она прикручивается вот сюда, на болтах, вот так. Я могу ее, ну, правда, я ее сделал в размер, но я ее мог бы уменьшить вот так. Либо здесь мог бы более заглубиться, но я облегчил сильно, уже не могу. Ну, короче, к сути дела, можно ее уменьшить и на подкладках это дело регулировать. То есть ставятся вот сюда подкладки такие, как рога. Можно даже полностью не откручивать. Чуть выкрутил, подкладки вставил, прикрутил. И вот этот зазор, он дальше меньше получается. И, соответственно, можно угол установки колеса регулировать таким вот интересным образом. Это прям прекрасные новости, что я сделал именно так. Стопорная гайка уже хорошо накручивается. Ее, кстати, тоже нужно будет делать. Тоже к мелочам относится. Но накручивается ли сама рулевая рейка? Надо каким-то образом проверить. Все накрутилось, все хорошо, можно отрезать и делать следующую деталь. Эх, счастье было так близко, но увидел, что нужно еще лунку выточить под пружину. А зажать-то детальку не так просто, поэтому пришлось вставить патрончик еще один, патрон в патроне теперь. И таким изощренным методом можно сделать лунку, не повредив деталь, не повредив резьбу. Ну теперь точно все. Ну так вроде бы легенькая, хорошенькая. Отлично! Хорошая добротная резьба получилась. Каждую гаечку, каждое все надо вытачивать. И это прекрасно. Большая просьба не забывать, что я не только делаю новые детали, но и все время совершенствую старые. Например, бугеля, сделанные в прошлом видео, я немножко подоблегчил, немножко усовершенствовал. Сделал скосы вот такие, здесь металл не работает. Заглубился сильнее под болты. Болты теперь стали короче, то есть даже сами болты станут полегче. Ну, я там 1,5 сантиметра тела оставил, но зачем здесь было 3,5 сантиметра, непонятно. То есть, а теперь тоннель легкий и болты короче. Ну и все зашлифовал, все зашкурил. Получилась красота, друзья. Ну а вот наша штука с гайкой. Вот так вот она выглядит. Можно сказать, что все детали этой рулевой рейки уже готовы. Остается двигаться дальше. Сейчас у нас на повестке дня тяги. Есть у меня закладные, но закладные, скорее всего, сделаю новые. Эти что-то как-то немножко болтаются. То есть метчик был какой-то слишком прослабленный. Хочется сделать все же поплотнее и сделаю и с правой, и с левой резьбой ШСы, дабы можно было очень удобно настраивать схождение. Еще у нас на повестке дня изготовление ответной части со шлицами. Делать собираюсь из титана, ну хотя бы попробовать. По идее все должно получиться. Такого еще не было, ребят, чтобы начал пробовать и потом не получалось. Бывало, в проблемы впиливался, но все равно всегда все, в общем-то, получается доводить до некоего
логического завершения. Ну а сам карданчик, который будет устанавливаться где-то здесь, я планировал делать из авиационного шруса, который где-то там в самолете используется. Ну, отмоем, почистим, посмотрим на люфты, может быть, с него и сделаю. Больше года думаю уже над этим вопросом, но картинка все никак не складывается, и рулевой вал не хочет сам по себе собираться. Надо что-то с ним делать, друзья. Вот я даже покупал, смотрите, и много раз вам показывал такие вот всякие карданчики. Как бы, ну, в общем, сами карданчики неплохие, как мне кажется. Люфтов нет. Все прекрасно. Это нам понадобится информация далее. Также есть еще вот такой, я в случайном порядке покупал по картинке. Ну, непонятно просто, подойдет он, не подойдет. У меня, если что, ответная часть шлицевая, вот такая. И я уже даже решился эти шлицы выточить. Но неужели мне придется точить целиком карданчики эти? Потому что этот он тяжелый. Просто нереальный. Этот он маленький, что-то таких больших я не смог найти. Это станочный карданчик, но он легенький, алюминиевый, то, что надо. Но у него какая-то система зажима не такая уж и надежная, как мне кажется. И это очень печально, друзья. Моя изначальная задумка была, и все вы это прекрасно знаете, кто давно на канале и следит, это использование авиационных шарниров равных угловых скоростей. Что интересно, карданчик вот такой, по идее, он не равных угловых скоростей. Хотя принцип действия у него фактически тот же самый, но, видимо, не тот же самый. Потому что вот это называется шрус, а то шрусом не называется. И считается, если карданчик вот так вот довольно сильно переломленный, то он уже не дает равную угловую скорость. То есть с какими-то некими проворотиками идет. И это действительно так. А шрус по кругу передает постоянно, плавно, равную скорость. Ну, для рулевого управления это может не сверхважно, но когда такие штуки типа карданчиков ставили на колеса вместо шрусов, там это было важно. Колесо, оно как бы, ну вот, все, ускорял, чуть замедлялось, ускорялось, чуть замедлялось. Так вот, ребят, хотел изначально использовать вот эту штуку. Она у меня, наверное, фактически новая, потому что люфта большого не ощущается. Может быть, десятка тут и есть. Ну, конечно, на руле это, наверное, выльется уже в полмиллиметра, а то и в миллиметр. Не знаю, насколько это критично. Но самое критичное здесь в том, я даже разобрал один, чтобы посмотреть. Ну, как разобрал? Полностью разобрать его не получится, но я снял оболочку, чтобы посмотреть, как же оно здесь работает. Тут, кстати, люфт уже есть. Потому и разобрал, не жалко. Смотрите, видите, вот такие вот рога просто через кольцо соединяются через штифты. И все это в масле крутится. Ну, мне кажется, друзья, если я использую такую систему, как я понимаю, она просто конские может нагрузки выдерживать, но она от длительного туда-сюда рулевого управления просто разболтается. Все же на карданчиках там игольчатые подшипники и трение-качение происходит. А здесь чистое трение-скольжение на штифтах. Причем еще непонятно, закаленные там эти штифты или просто. Все же вещь авиационная. И судя по диаметру, она должна выдерживать просто гиперконские нагрузки. И она, вероятно, их выдерживает. Ну, не знаю, друзья, что вы скажете на этот счет. Мое мнение какое-то такое уже немножко устоявшееся. Я уже начал с этим свыкаться потихоньку, что нужно заказывать карданчики отдельно и делать собственные рога из дюралюминия. Еще не определился, 2 карданчика нужно, либо хватит одного. Купить что-то готовое, тяжелое, железное, конечно же, можно, но это не наш метод. Я все же хотел бы сделать как-то полегче и как-то более элегантно, самодельно. Также остается открытым вопрос по подшипнику вот сюда. Именно в этом месте будет переламываться вал на кардане. Ну а с обратной стороны он уже будет стыковаться с рулевой рейкой. Так вот, опять же вопрос, делать здесь еще один карданчик, потому что все равно какой-то микроперекос возможно будет. Либо просто очень качественно выставлять рулевую рейку. Как вы помните, она может вращаться, если приотпустить здесь болтики. Можно ее проворачивать и так, и так. Ну а 2 самодельных карданчика мне прям совсем не хотелось бы делать.
Хотя можно меньше разглагольствовать, прямо сейчас можно стать за станок и начать их делать, и пару-тройку дней они будут готовы. А за образец, например, можно взять, вынуть крестовину отсюда, по размеру она мне нравится, и использовать. Либо купить вазовскую крестовину, ну либо вазовский карданчик и использовать ее. Непонятно, что делать, друзья. Возможно, в этом видео даже я так и не определюсь с решением. Но эти мега мелкие работы нужно будет опять же рано или поздно исполнить. Ибо они потом, когда уже будет все готово, очень сильно напрягут и вас, и меня. Если ставить два карданчика, что в общем-то будет правильным решением, можно те части, которые со шлицами, сделать из титана, а между ними палка будет. То есть это по факту получаются крайние. А те, что между ними, можно сделать цельные и сделать из алюминия, чтобы не было никакого разъемного соединения. Но опять же, стоит ли два карданчика делать? Это плюс люфты и плюс все остальное. Блин, мозг хочет взорваться. Приступлю, пожалуй, к более простым вещам. Сделаю тяги. Это уже обкатанная технология. ШС я заказал с левой резьбой. Так что надо сделать две таких кукушки с левой резьбой, и уже можно будет склеивать. Карбоновые трубочки на этот раз будут тоненькие, диаметром 20 мм. Точить буду из квадратного бруска, потому что круглые болваночки закончились. Но есть плиты, которые я пилю на своем распиловочном станке по плитам. Вот так роскошно получается, друзья. И можно таким образом выйти из ситуации. Ну, уже, конечно, нужно ехать затариваться. Далее терпеть уже нельзя. Ибо это дело такое. Когда все позаканчивалось, надо ехать. Попробуем сразу по-взрослому. Но вроде идет. Бояться дюрали из плит не нужно. На плитах такое чувство, он даже более закален, более твердый. Ну и в спецификациях пишут, что он более крепкий, более прочный. Тот, который в плитах. Чтобы вы понимали, сразу вот столько стачиваю. Где-то 1,5 сантиметра за проход. Обдирка состоялась, теперь кайфуем. Поставил другой резец, алмазный. Очень красиво обрабатывается. Прям красота, красота. Прям глаз не оторвать. Ну а далее по координатам делаю вот такие штуки. Брюки. УЦИ по-прежнему работает, ничего не замызгалось, ни одна кнопка не стерлась, все прекрасно, все отлично. УЦИМ долго и много пользуюсь. Тут у нас все готово под нарезку пазов под ключ. Еще хочу подобрать бруски, чтобы сразу высоту можно было устанавливать, например, под 19, под 17, 13 и так далее. Потому что такой ерундой и всякими измерениями одного и того же, честно говоря, уже надоело заниматься. Хочется работать, работать и еще раз работать, чтобы все было налажено, все подготовлено, берешь и делаешь. Вот эти измерения, вымерения, честно говоря, просто бесят уже. Есть у меня тут небольшие писульки, и где-то я записывал. Вот. Видите, заранее обзаботился и записал длину тяги. То есть сейчас я могу все измерить, отрезать карбоновую палочку и предварительно склеить. Так и сделаю. Так как нужно делать схождение колес, а не расхождение, оставлю на резьбе довольно-таки приличный запас на сжатие этой тяги. Вот такие маленькие аккуратные тяги получаются. Уже развел эпокситочку. Сейчас предварительно склею, а потом будем уже основательно карбонизировать. Сделал 10 слоев, потом обмотал вокруг, чтобы скрепить. Очень плотно выдавил всю эпоксидку и еще обмотал сверху, можно его назвать жертвенным слоем, который сейчас обтачивается. В итоге получается вот такая палочка, друзья. Палочка-копалочка, которая весит 137 грамм. Ну, с ШСами она весит 200
будем считать 50 грамм. Все, пошел чистовой слой. Толщина карбона в середине 3,5 мм. Ну а по краям 2,5 мм. Как показал пресс, такая тяга может выдерживать до 5 тонн нагрузки на сжатие. На растяжении, естественно, еще больше, потому что карбон на растяжение работает немножко лучше. Теперь, друзья, небольшой курс лично от меня. Не знаю, с чего лучше начать, но всегда мне пишут, что карбон не работает на сжатие. Сжатие — это когда мы вот так сжимаем. То есть на растяжение он работает, а на сжатие он типа не работает. Полез я искать информацию. Сколько же это в цифрах? Как же он не работает и почему? Наверняка люди все знают. Полез гуглить, и действительно, смотрю, в одной статье написано, что карбон не держит нагрузку на сжатие. В другой статье ниже то же самое написано. В третьей, четвертой, в общем, нашел я статей 8, пока не докопался до цифр. Все эти статьи, друзья, были написаны одним человеком. Это была одна статья, растиражирована, раскопирована по всем сайтам. Чтобы вы знали, друзья, на сайтах зачастую пишутся статьи не какими-то учеными, не какими-то специалистами в этой области, а копирайтерами. Что такое копирайтер? Он где-то что-то увидел, скопировал, вставил в веб-страничку, и все, его работа выполнена. Надо наполнить сайт, лишь бы что было. Ну, естественно, они стараются всеми силами, стараются наполнить более-менее качественно. Еще стараются изменять буквы, чтобы копирайт был как бы не копирайт, чтобы не все прям досконально скопировано было, а изменяют слова, что чуть-чуть чем-то оно там различается. То есть вот так оно именно и работает. Точно так же в Википедии может быть полнейшая чушь написана, все надо проверять. И так как в этих статьях не было цифр, у меня уже глаз начал дергаться. Как это так? Почему же на сжатие не работает? Я полез дальше. Нашел PDF-файл, в котором действительно все было расписано про композиты, какая-то мелкая книжка. Так вот, ребята, на сжатие карбон. Ну, точнее, композит. Сам карбон, конечно, когда он в нитях, не работает на сжатие. А вот композит, он примерно на 15-10% меньшую нагрузку держит на сжатие, чем на растяжение. Вот вам и все. Вот вам и не работает карбон на сжатие. Очень даже он хорошо работает. Если вдоль волокон, то он будет именно так работать. Вот этот мой композит, он примерно 50 на 50. Допустим, 1500 мегапаскаль на растяжение и 1300 на сжатие. То у меня будет половина, потому что у меня ткань здесь и так волокна. Так я и считаю обычно в половину. Если бы только продольные были, можно было бы считать именно 1500 и 1300. Но в чем же карбон слаб, где же он не работает? Если мы волокна положили вот так вдоль и сделали какую-то плиту из этих волокон вдоль, то поперек волокон он не работает действительно. Но это не на сжатие, это просто поперек волокон, потому что карбон там вообще никак не работает. Углеродных нитей они не проходят вдоль, они вообще никак не проходят, и работает лишь эпоксидная смола, которая их склеивает. Вот в таком плане она не работает. Ну, надо правильно располагать нити, чтобы все было красиво, ребята, и все работало. И надо как-то стараться фильтровать информацию. В той же статье написано, что окисляется карбон от соприкосновения с алюминием. Ну, как бы веры в это у меня особой и не было. Я допускаю, что он окисляется, но как-то я не заметил за всю свою жизнь, чтобы что-то окислилось. Возможно, если туда попадает вода, если он именно контактирует, а не склеен, возможно, в таком случае она и окисляется. Берем титанчик, и нужно сделать 4 наших любимых втулочки. Мои любимые втулочки. Стараюсь сделать для удобства будущей жизни, чтобы ничего самопроизвольно не выпадало, было в маленький-маленький натяг. И в таком плане
Закупил, ребята, небольшое количество алюминия. Благодаря Александру. Вот, зацените. Ну, это еще не все. Еще я заказал плиты. Так как этот прекрасный материал, это D16T, у меня очень давно закончился. И я стрелял то у Олежки, то у Женьки, у Койота. Стрелял этот алюминий. Вот сейчас хочу сделать им небольшие презентики. Отпилил кусочки. И хочу задарить разных болваночек, разных номиналов. Задарить ребятам, сделать тоже маленький донатик. Ну а мы с вами медленно, но уверенно движемся к технологической катастрофе передней части болида. В чем это выражается? Карданчики пока непонятно с чего делать. Я там заказал кое-какие штуки, заказал вот сюда новый подшипник, потому что здесь под углом все должно стоять. Ну, делаю комбинацию с шарового подшипника, такого вкладыша, и шарикового подшипника. Посмотрим, что получится. Далее. Но тут уже, в принципе, вы виноваты. Мы не можем закончить тяги. Потому что вы мне подсказали делать здесь с левой резьбой, чтобы удобно было. И, самое главное, высокоточно регулировать. Я послушался вашего совета. Но левой резьбы ШСов у меня нет. Это раз. Также еще у меня нет метчика. Точнее, есть только половина метчика. То есть здесь не полная резьба будет. Женька мне подогнал, вот, можно нарезать предварительно, ну а потом, как придет метчик, я его тоже на Алишке заказал, можно уже будет окончательно все дорезать. Ну вот, в принципе, и все, друзья. По передней части делать больше особо нечего. Да, можно заняться вот этими штуками, тем, что вкручивается в эти отверстия. И я уже даже перед вами светанул чертежами. Но это дело довольно-таки долгое. В этом видео мы не сможем сделать. А я сделать хотел бы именно сразу, ну, сразу на все 4 колеса. То есть выгодно делать это одновременно, потому что детали похожи. Что на передней части болида, что на задней, которая будет устанавливаться на рога. Так что нарезаем левую резьбу. Хорошо очень нарезается. Видно, острый новый метчик. Видите, вручную абсолютно М10 нарезается. И дальше не знаю, что делать. Подсобрал специально, чтобы для вас показать этот лес трубок. Вот она, наша рулевая тяга. Здесь должен быть левый наконечник, поэтому вкрутить не могу. Чисто так приставил, чтобы как бы показать, как выглядит. Еще нас ожидает некое количество тяг, которые будут передавать усилия на амортизатор. Рулевые тяги должны держать меньшую нагрузку, нежели рычаги. Тяги на амортизаторы тоже должны держать нагрузку поменьше, потому что они работают чисто на сжатие, и никаких ударов, по идее, здесь быть не должно. И здесь тоже особых ударов нет, потому что при любом ударе смещается рулевая рейка. Ну а здесь все идет на амортизатор, а там пружина, и тоже как бы она смягчает удары. Получается, как мне кажется, эпическая просто красота. Но нужно делать дальше, нужно не сбавлять темпов, работать, работать и еще раз работать. Только что забрал кое-какие вещицы с транспортной компании, и с вашего позволения хочу вам показать, что это такое. Друзья, как же я все-таки ошибался по карбону. Я уже давно думал, что у меня всего хватит. Честно говоря, я думал, что мне хватит хотя бы на монокок. И так-то оно в принципе и есть. Карбона и эпоксидной смолы на монокок хватало. Потом я ее немножечко попользовал, использовал. Мне показалось, что эпоксидка как-то вот, ну не совсем подходит, слишком быстро она сохнет, чтобы делать такую огромную деталь. И я решил приобрести немножечко другую эпоксидку. И так как мне ее нужно довольно-таки много, мне пришлось купить аж целых 14 литров. Я никогда не покупал эпоксидку такими гигантскими объемами. Она весьма и весьма недешевая, но такой же фирмы и такого же качества. Из плюсов у новой эпоксидки время жизни 80 минут, у старой около 60 минут. То есть 20 минут добавилось время жизни. Это очень много, друзья. Из минусов она процентов на 5 менее прочная. Сама эпоксидка. Какой будет композит, я не знаю. Может быть, даже композит будет более прочный. Почему? Потому что ударная вязкость у нее в 3 раза выше.
То есть туда что-то добавили, видимо, какой-то пластификатор. Она менее хрупкая, но и менее прочная в то же время. Менее прочная совсем чуть-чуть там. Ну, я решил, что это как бы, ну, ерунда. И более высокотемпературная. Та 70 градусов была, это 85, что уже довольно-таки круто. Вот. Я хочу, чтобы мой монокок вместе с алюминиевыми деталями и вместе с верхними кожухами декоративными весил не более 40 килограмм. Ну, так я задумал. Можно сделать его и менее 40. Ну, я тогда не уверен в прочности всего изделия. Хотя посмотрим, как оно будет получаться в процессе. Вот. Но этого объема на чисто на монокок точно хватит. Вот смотрите, как выглядит это ведро. Ну, а вот так выглядит отвердитель. Эпоксидка та же самая по факту. А отвердитель другой, он называется чуть-чуть по-другому. Здесь буковка 2 стоит. Там CH81, здесь CH80-2. Ну и карбончика я добавил в общую копилку, потому что я не только буду делать монокок. Монокок это даже, мне кажется, не половина. Там на одно только днище и на боковые понтоны, как там их называть, воздухозаборники, уйдет даже больше эпоксидки с карбоном, чем на сам монокок. А изначально я как-то хотел по-другому делать, более сигарообразный такой болид, но потом решил делать его как Формула-1. Поэтому мне теперь этого дела надо немножко больше, но я постепенно, друзья, постепенно все подкупаю. И вам показываю. Я вам уже показывал, как выгодно покупать карбон. То есть в 3 раза дешевле можно его покупать. Можно покупать в 3 раза дороже. Вот этот невыгодный. Это тонкий карбон. Выгодного не было. Сейчас он появился и надо бы закупить. Хотя я уже на это потратился. Ну, такой тоже нужен, но нужен разный просто. Всякий разный. Для более успешного применения, для того, чтобы можно было варьировать. Вот она накладная. Подкупаю постепенно, просто сразу, друзья. Ну, очень тяжело расставаться с такими огромными деньгами. А постепенно оно вроде бы как потихонечку прибавляется. Потихоньку, полегоньку. Здесь 1,5 килограмма. То есть 3 килограмма композита. Ну а также потихоньку приходит все остальное. Вот уже и болтики подтянулись титановые. Этими мы будем скреплять алюминиевые детали воедино вместо чернушных болтов. А такими я задумал крепить детали подвески. Надо было серебристые брать, потому что я их буду обтачивать. Шляпка мне такая не нравится, уступами. Я бы хотел вот так немножко уголочком ее закруглить, чтобы была более качественная аэродинамика, вот, потому что это наружные болты, они крепят рычаги подвески. Полнотелость сохраняется от края до края. Ну, а лишнюю резьбу мы будем отпиливать. Ну, по-другому никак. Таких болтов, чтобы прям точно соответствовали параметрам, сами понимаете, не найти. Можно только доработать. Ну, я вот для пробы взял примерно, чтобы подходили. Можно теперь и на заднюю подвеску дозаказать, потому что я не был уверен вот в этой длине, в длине полнотелой части. Теперь я в ней уверен, и все, можно смело заказывать. Заказывать буду, наверное, серебристые. А эти назад пойдут. Так что потихоньку картинка складывается. Ну а на этом все, ребята. Сегодня пятница, нужно ехать домой, монтировать для вас видео. Так что скоро увидимся. Всем пока, до новых встреч. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, подписаться на телеграм-канал и подписаться по возможности на Дзен канал. Скоро увидимся.